Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика. Добро пожаловать на мой канал Сибила Второ. Сегодня будет подробный расклад. Будем делать расклад на вашего будущего мужа и подробно посмотрим ваш сигнификатор, чтобы вы точно, наверняка, 100% железобетонным смогли себя узнать. Конечно же, посмотрим мужчину, попытаемся докопаться до мельчайших подробностей вашей встречи, характер мужчины и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, читы у нас тоже будут. Мы посмотрим, как эту встречу ускорить. Если какие-то покажутся проблемы, мы посмотрим, как их обойти. Итак, пока я готовлю колоду, не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий, написать свое имя, все что угодно, чтобы между мной и вами образовалась маленькая невидимая ниточка связи, и мои расклады с вами проигрывались четче. Ну и чтобы мы не потеряли друг друга. Итак, для какой женщины сегодня будет расклад? Напоминаю, что вы всегда можете обратиться за личным раскладом. Вся информация есть в описании под видео. Общие расклады, даже если резонирует сигнификация, все равно несут общую информацию. Чтобы посмотреть информацию, которая предназначается только для вас, это, конечно, нужен личный расклад. Обращайтесь, не стесняйтесь, все посмотрим. Я такой таролог, который докапывается до самой истины. Расклад быстрый, короткий, на 3-4 вопроса стоит 1500. Расклад полноценный, глубокий, где мы с вами по видеосвязи, по аудиосвязи общаемся в режиме реального времени. Вы задаете все интересующие вас вопросы. Мы все просматриваем, всю подноготную. Такой расклад длится примерно 2 часа. И стоит он 3000. Что ж, погнали, говорит, уже хватит тусовать. Хорошо. На дне у нас королева мечей. Представляете? Магия. Погнали. Погнали. Ну что ж. Кто к нам сегодня пришел на расклад? Женщина, которая прячется где-то. Королева Пентаклей. Но помним, да, что в мечевых энергиях. Еще во магии. Вау! Сила. Карта сила. Да пребудет с нами сила, девочки. Ну что ж, королева Пентаклей. Красавица, умница. Женщина, которая за собой ухаживает, женщина, которая выглядит красиво, мамочка, семейная, теплая, уютная, ласковая, добрая, заботливая, умеющая зарабатывать денежку, умеющая эту денежку распределять правильно и грамотно, но с разбитым сердцем. Сейчас в данный момент у вас такой этап в жизни, когда вы потихонечку, по чуть-чуть, маленькими шажочками выходите из этого состояния, да, разбитого сердца. Здесь, конечно, возможно наличие третьих лиц, но, скажу честно, по тройке мечей у меня никогда
третьи лица не проигрываются. Здесь я всегда трактую эту карту как разбитое сердце. Вот разбитое сердце, разбитые надежды. Но по карте колесница начинаются в вашей жизни какие-то изменения, выход из этого состояния. Вы можете быть земного знака зодиака, но это не точно. У женщины здесь могут быть зеленые глаза, но это тоже не точно. Мы не привязываемся, потому что расклад общий. Что ж, какая вы? Какая вы? В данный момент женщина очень закрытая, я бы сказала, даже немного как-то сама в себе. Присутствует очень много страхов. Ставите вы сейчас в своей жизни какую-то точку. Ой, страхи, сомнения, переживания, все это, конечно, присутствует. Но мечи — это все-таки мысли, мечи — это наш мозг. И такое чувство, что этот мозг и не дает покоя. Постоянно что-то обдумываете, надумываете, и идет четкое ощущение того, что вы себя по большей части накручиваете. Но здесь пришло осознание того, что вам лучше одной, для вас лучше будет быть одной, нежели с королем жезлов. Король жезлов — это огненный знак зодиака, брюнет. Страстный, огненный, харизматичный, импульсивный. Сначала сделает, потом подумает. Вы же женщина более приземленная. И у короля жезлов могут быть какие-то амбиции, фантазии. Где-то он летает там в облаках, да? Бывает. Вы же более такая мыслящая, планирующая. И здесь четкое осознание того, что мужчина вам абсолютно не подходит, и что вам намного комфортнее, гармоничнее быть одной. Ну что ж, здесь говорится о том, что мужчина не свободен. У мужчины есть любимая женщина. По иерофанту, скорее всего, это официальный брак. У вас взаимные, в принципе, чувства друг к другу, потому что двойка кубков, она всегда показывает взаимные чувства. Но здесь по рыцарю мечей вы отсекли. Вы приняли решение, что вот такой формат отношений, где я третья лишняя, меня абсолютно не устраивает. Я хочу чего-то большего, я заслуживаю чего-то большего. И, конечно, здесь вы обрубили. Какая вы? Давайте я посмотрю конкретно ваше описание, ваш характер. Вы женщина очень стабильная. Стабильная в том плане, что вы не поддаетесь всяческим соблазнам. Когда вы в отношениях, вы целиком и полностью верны своему мужчине. Бесполезно вас как-то соблазнять деньгами, подарками. Вы, если любите, вы с этим мужчиной раз и навсегда. Очень такая стабильная, приземленная. Для вас семья — это самое главное, это то, о чем вы мечтаете. По аркану влюбленные, вы действительно умеете любить. Вы умеете любить, умеете дарить свою любовь, заботу, нежность, ласку. Такая мягкая, пушистая кошечка, домашняя. Что вы предпочтете: ужин в дорогом ресторане или посидеть с любимым
дома под пледом за просмотром какого-нибудь фильма, конечно, вы выберете второе, потому что вы более такая домашняя. Домашний уют, домашнее тепло для вас очень важно. Это для вас на первом месте всегда. По девятке жезлов, ну, вы привыкли отстаивать свои границы, привыкли отстаивать, защищать свои интересы. Вы такая... Вы готовы двигаться куда-то дальше, понимаете? Вас абсолютно не устраивает та жизнь, которая у вас сейчас, личная именно, потому что вы понимаете, вы женщина умная, рассудительная, вы понимаете, что вы достойны лучшего, что вы будете прекрасной мамой, что вы будете прекрасной женой, что вам нужно реализоваться как женщине, да, а не быть третий лишний, там какой-то запасной для мужчины. Характер. Ну, как я и сказала, вы женщина планирующая. Для вас важно распланировать свой день, для вас важно распланировать свои расходы, свои доходы. Вы достаточно такая планирующая, да? Вот я распланировала, я уже знаю, как мне, куда мне двигаться, что мне делать, все поэтапно, все по плану. Как я уже и сказала, вы очень такая семейная, любите домашний уют, тепло и очень работящая. То есть вы без работы никогда не сидите. То есть если вы дома, то на диване не валяетесь, вы постоянно заняты какими-то домашними делами, наводите уют, наводите чистоту, потому что для вас это важно, потому что чистота и уют в доме – это ваше состояние души, да. То есть если дома чисто, уютно, красиво, то ваша душа поет, она отдыхает, и вы такая наполненная, гармоничная, спокойная, такая женщина умиротворенная. Для вас очень важна стабильность, иметь какой-то фундамент. То есть вы, как пентаклевая королева, у вас всегда распланированы все расходы, доходы, у вас есть какая-то денежка, которая, скажем так, припасена на черный день. Для вас важно иметь подушку безопасности, для вас важно иметь фундамент крепкий, да? По верховной жрице вы немного скрытный человек. Не скажу, что вы там при первом знакомстве о себе всю подноготную расскажете. Нет. Да и есть такое ощущение, что и подруг особо в свои чувства, в свои мысли, куда-то в глубину своей души вы не пускаете. Есть в вас какая-то детская задорность, есть, можете и пошутить, и поприкалываться, да, и повеселиться, как ребенок. Женщина, которая имеет неимоверную силу. У вас очень сильная женская энергия. Вы буквально притягиваете мужчин, хотя не всегда это замечаете. Женщина, которая всегда чему-то обучается. Женщина, которая всегда чем-то интересуется. Ей интересно все, очень любознательная. Творческий человек. Творческий. Можете и рисовать, и петь, и вязать. Чем-то увлекаетесь. Очень любите музыку. По тузу жезлов у вас всегда рождаются какие-то новые идеи, у вас всегда появляется новое хобби, у вас всегда появляется какой-то интерес что-то узнать, что-то изучить, что-то понять. Очень любознательная. Для вас важно,
чтобы мужчина был надежный. Пусть он не будет красиво разговаривать, пусть он не будет устраивать какие-то романтические сюрпризы, но он будет надежный, он будет любящий и мужчина, который держит свое слово. Для вас это очень важно, так как вы женщина стабильная, вам и мужчина нужен стабильный. Не такой, как король жезлов. Сегодня он сказал одно, завтра он уже решил другое. Здесь вы показываете, что мужчина должен быть ответственный. Если сказал, значит, ты должен сделать. Если что-то решил, значит, так оно и будет. Это вам дает умиротворенность и спокойствие. То есть уверенность в мужчине, уверенность в его словах, уверенность в правильности его решений, и что это решение будет неизменно. Вот оно дает вам какое-то спокойствие, стабильность от разрушений. То есть здесь надежность и стабильность мужчины гарантирует, ну это для вас так, гарантирует вам, что ничего не разрушится, а будет только строиться и расти. Вот такая женщина к нам пришла. Давайте посмотрим поподробнее. Немного, точнее не поподробнее, а немного посмотрим ваше прошлое, чтобы понимать, какие проблемки это прошлое может создать в будущем, да? Прошлое буду смотреть на темной колоде. Темная колода. Секундочку, девочки, настроимся. На дне колоды у нас Иерофант. Высшие силы помогают, оберегают, защищают, направляют. Итак, магия. Ну что ж, что было в вашем прошлом такого, что до сих пор несет какой-то деструктив в вашу жизнь? Какие-то ваши планы, над которыми вы очень сильно трудились и прям горели ими. Угу. Планы по поводу семьи, дома, что по справедливости это значит должно быть вот так. То есть вы трудились, планировали, горели идеями, горели желаниями, чтобы в вашем доме было вот как вы хотите. Но судьба преподнесла сюрпризы, да? Тут скорее высшие силы вмешались. Снова у нас король жезлов. Планировали-то вы одно, планировали-то и хотели вы одно, а получилось совершенно другое. Получился у нас здесь король жезлов, а вы стали тайной женщиной. И как это все закрутилось, и как это все получилось, непонятно. Такое ощущение, что сами высшие силы вмешались. Ну, давайте посмотрим, для какого урока, для какого опыта этот мужчина появился в вашей жизни. Ну, для того, чтобы был опыт выхода из треугольника, чтобы вы прошли урок
на самоценность, во-первых. И как бы тяжело не было, какие бы сильные чувства не были, вы должны по карте победителя себя ценить и уважать, и отсекать, выходить из треугольников и больше не допускать их в своей жизни. Как я и сказала ранее, как бы тяжело не было, как бы вы не любили мужчину, вы должны всегда выбирать себя, свои желания, свои интересы, не изменять своим мечтам, представлениям, да, о семье, о любви, брать новый шанс и идти в светлое будущее. Этому вас и учили. А что, какой отпечаток? Что это несет? Что негативного вот до сих пор это несет? Ну что до сих пор негативного осталось в вашей жизни, да, вот из прошлого опыта с тем мужчиной? Ожидание. Ожидание того, что мужчина вдруг разведется со своей женой, либо расстанется со своей девушкой. Нам, к сожалению, ну, хотя там Иерофант был брак, скорее всего, брак. Вот до сих пор где-то в глубине души у вас теплится надежда, что мужчина разведется, придет к вам, и у вас будет все стабильно и хорошо. Вот это мешает, это на данный момент такой деструктив, который мешает двигаться вперед, притормаживает, ну да, мешает идти вперед. Тут прям карты очень четко говорят. Смотрите, шут – это идти в новое, идти абсолютно в новое. Шестерка мечей – это отплытие к новым берегам, отплытие к новой жизни. Ну а по семерке жезлов притормаживаете вы себя сами. Почему вы себя притормаживаете? Ну, вы делаете это неосознанно, моя хорошая. Потому что вот вроде как и надо двигаться в свое светлое будущее, а вдруг он вернется, а вдруг он разведется. Вот есть ожидание надежды на это чудо. Хотя вы прекрасно понимаете, что вам это не нужно, что если этот мужчина разведется, это все равно не тот мужчина, который вам нужен. Не тот. Но есть чувства, и эти чувства и подталкивают иметь в душе эту надежду, да? Что ж, какие-то программы, установки есть, которые мешают? Смотрите, говорится о том, что вы слишком погружаетесь в свои чувства, теряя какой-то баланс внутри себя. То есть вы запросто здесь по королеве кубков можете отдавать свою любовь, ничего не получая взамен, все равно продолжать ее отдавать и надеяться, и верить в чудо, да, на чудо. Господи, что я заговариваюсь? Отдавать свою энергию, отдавать свою заботу, отдавать себя целиком и полностью, помогать кому-то в ущерб себе. Это дисбаланс, что приводит впоследствии к разбитому сердцу, да. Поймите, наш мир дуален, и в нашем мире должно существовать как плохое, так и хорошее. Без плохого не будет нашего мира. Все должно быть сбалансировано и гармонично. В каждом человеке присутствует светлая сторона и темная сторона. И эти стороны должны быть в балансе. Все должно быть в балансе. Поэтому для вас у меня будет очень простой совет. Примите этого мужчину как учителя, как человека, который подсветил вам ваши проблемки, подсветил вам ваше какое-то неправильное поведение и, в принципе, подсветил вам ваш урок. Воспринимайте его исключительно как учителя, которого послали высшие силы. Поблагодарите за этот прекрасный опыт, который теперь,
впоследствии в вашей будущей жизни будет играть огромную роль, будет очень сильно вам помогать делать правильный выбор, уметь отсеивать людей, которые вам в вашей жизни не нужны. Благодаря этому опыту теперь вы имеете четкое представление о том, какую семью вы хотите и каких отношений вы хотите, и какого мужчину вы видите рядом с собой. Научитесь не вываливать свою любовь и свою энергию на человека. Учитесь сначала оценивать человека, наблюдать и делать выводы, достоин этот человек вашей любви или нет. Вот такое. Ну что ж, давайте посмотрим, какое будущее ближайшее высшие силы вам запланировали, да? Какое ближайшее будущее? Какой мужчина, какие отношения? Мы видим по сигнификации, что для вас очень важно иметь любимого человека, иметь человека рядом. Я всегда говорю, человеку не нужны деньги, человеку не нужны блага и прочее. Человеку нужен человек. Итак, какой мужчина? Какие отношения вам подготовили высшие силы? Такого мужчину. Можно заканчивать расклад. Высшие силы подготовили вам императора. Вы его еще не знаете. Мужчина для семьи. Мужчина, вы показывали мечевого короля, что вы хотите стабильного, надежного, но высшие силы вам приготовили намного лучше мужчину, намного надежнее и намного стабильнее, потому что это император, потому что это мужчина, который берет ответственность абсолютно за все, он этого не боится. Мужчина, который верен своему слову, верен своей жене, верен своей семье. Для него его империя, его семья, его бизнес, его работа – это самое главное в жизни. Этот мужчина, который уважает себя и никогда не позволит себе изменять своей женщине, потому что в первую очередь это порочит его честь и достоинство. И здесь такой мужчина, который будет иметь большую семью, где семья друг с другом дружны, где помощь, где действительно будет империя. Вы этого мужчину еще не знаете и даже не догадываетесь, кто это и когда он придет. Этот мужчина идет к вам для того, чтобы избавить вас от какой-то тяжелой зависимости. А зависимость ваша, как мы уже видели, это ожидание чуда на то, что мужчина, ваш жезловый король, разведется и вернется. Это есть зависимость. Вот он вас избавит, буквально избавит от этой зависимости. Он подарит вот эту стабильность, вот этот дом, вот этот уют. Человек очень домашний. Идете вы ему парой. Здесь мужчина своими действиями, своими поступками воздвигнет вас сразу в статус императрицы. Вы сразу почувствуете себя нужной, женщиной номер один.
Он не будет смотреть абсолютно на других женщин, для него будете существовать только вы. И по магу этот мужчина будет исполнять ваши капризы. Вот будет исполнять, для него это важно, чтобы его женщина была довольна, улыбалась, радовалась. И вот эти его действия, такой подход к вам, будет исцелять ваше разбитое сердце. Высшие силы говорят: успокойся, моя хорошая, не нервничай, не волнуйся, не плачь. Больше в твоей жизни разочарований и потерь не будет, потому что ты заслужила счастья, солнца, радости. И здесь немножечко так намекают: ну включи ты свою маленькую эгоизму, ну включи, переключись больше на себя, заботься о себе, люби себя. Ну поставь ты свои интересы, поставь ты свои желания на первое место. Будь такой немножечко наивной, игривой, таким маленьким ребенком, маленькой девочкой, капризной. Позволь себе это. Светись от счастья, радуйся жизни, потому что все у тебя будет хорошо. По карте справедливость каждому воздастся по его заслугам, по вере его. Поэтому верь в самое лучшее, в самое светлое. Ну и, конечно же, опять нам показывают здесь весы. Соблюдай баланс. Соблюдай баланс. Не раздавай, не растрачивай себя для тех, кто этого недостоин. Береги свою энергию. Да, сияй, да, радуйся жизни, но не растрачивай свою энергию на всяких говнюков. Ну что ж, какой мужчина. Вот знаете, мужчина покорит вас тем, что он очень решительный будет. Такие моменты, казалось бы, на которые очень сложно решиться, на какие-то действия, да, этот мужчина будет просто рваться, подрываться с места и делать. И этим он вас очень удивит. Очень решительный мужчина, бесстрашный такой. Почему-то мне идет медведь. Вот прям как медведь. Да, медведь может быть добрый. Медведь такой вот неторопливый, такой мишка косолапый, да. Для вас он будет такой косолапый мишка, такой сладкий, да. А если что-то касается какой-то ситуации, которая несет угрозу его семье, его женщине, то здесь, ребята, девочки мои, здесь уже будет не мишка, а грозный гризли, поверьте. Мужчина будет вас всячески защищать, вот абсолютно защищать. Вы знаете, вот будет доходить до того, что он будет заставлять вас надеть шапку, будет заставлять вас там покушать, потому что вы не кушали, а ты себе желудок испортишь, понимаете? Здесь вот такой заботливый мишка. И, наконец-то, вы обретете свою умеренность, да, спокойствие, гармонию, умиротворение. После всех разочарований, после достаточно тяжелых испытаний в вашей жизни, когда все приходилось начинать с нуля, да, когда приходилось собирать себя по кусочкам, по крупицам, вы с этим мужчиной станете кубковой королевой, любимой женщиной и любящей. Наконец-то вы без страха будете дарить свою любовь, свою заботу, окружите этого мужчину просто своим теплом, а он окружит вас своей заботой, своей защитой. Вы наконец-то пойдете в новое. Вы наконец-то ощутите себя слабой, маленькой девочкой. Позволите себе капризы, позволите себе быть женщиной,
позволите себе быть хрупкой, нежной и ранимой. А этот мужчина, как огромный медведь, будет стоять за вашей спиной и защищать вас от всего плохого. Вы идете в новое, ваш путь правильный, и вы будете очень счастливы, очень. Давайте посмотрим. Для вас начинается новый мир, для вас начинается новая жизнь. Те цикличные события, которые повторялись в вашей жизни, они закончатся, потому что вы пройдете свои уроки. Новые чувства, рождение ребенка и любовь. Вот та любовь, о которой вы мечтали, где между двумя людьми преобладает добро, забота, ласка, защита, душа. Вот эта любовь к вам идет. И не нужно себя тормозить надеждами по поводу своего этого жезлового короля. Забудьте его, поблагодарите его за опыт и отпустите на все нахрен 4 стороны. Ну что ж, мои хорошие, давайте посмотрим, где же произойдет ваша встреча, как произойдет ваша встреча, что нужно сделать. Я хочу почему-то на Ленорман посмотреть. Не знаю почему. Удача. Идет удача. Удача. И любовь. И удача. И удача. Ух ты. Ну что ж. Как произойдет ваша встреча с вашим прекрасным императором? Ну, это любовь с первого взгляда будет. Любовь будет с первого... Медведь, девчонки. Девчонки, медведь вышел. Я же сказала, что он будет вашим медведем. Я же сказала. Девочки, ваша встреча произойдет... Во-первых, очень неожиданно. Во-вторых, это будет любовь с первого взгляда. Его взгляд, вот что вы увидите. Взгляд сильного, такого властного мужчины, но вы как-то почувствуете, что он уже хочет вас оградить, защитить, оберегать. Возможно, ваша встреча состоится в какой-то поездке. Тут может быть что угодно. Вы куда-то поедете, он куда-то поедет. Вы вместе будете куда-то ехать. Он будет ехать, а вы переходить дорогу. И здесь сложно сказать, конечно, но что-то связано с поездкой, с движением. Здесь все-таки поездка какая-то будет дальняя. И с вашей стороны это будет поездка собирать урожай какой-то. Финансовый вопрос здесь. Знаете, как будто вы поедете получать какие-то деньги, или вы поедете заключать какой-то договор. Вот знаете, вы поедете собирать денежку, что-то вот, как бы это объяснить? Вы над чем-то очень долго работали, и вот эта дальняя поездка будет вашей поездкой для сбора урожая, для сбора то, что созрело, то, над чем вы работали. Вот так вот я скажу, потому что вас много, и у всех ситуации могут разные быть. Кто-то поедет там наследство получать, кто-то поедет квартиру покупать, например, в каком-то другом городе. Тут кто-то поедет на работу другую устраиваться. Тут
может быть очень много вариантов. Главное, запомните, что это будет дальняя поездка для сбора урожая, для того, чтобы собрать плоды ваших каких-то усердных трудов. Вот такое. Ну и, конечно же, здесь у нас вышел род, который вам этого мужчину, собственно, и приведет. Это неизбежно. Вы обязательно встретитесь. Эти события неизбежны. Давайте посмотрим, какой он вас увидит. Вот какой вы предстанете перед ним. Смотрите, в этой колоде оказалась карта Ленорман. Давайте посмотрим, что это за карта. Ребенок. Здесь, конечно, будет рождение малыша, безусловно. Здесь будет зарождение чего-то абсолютно нового в вашей жизни. Того, чего не было, но о чем очень сильно мечтала и всей душой хотела. Ну, конечно же, рождение малыша. Возможно, девочка. Какой мужчина вас увидит? Вот в первое ваше знакомство, в первую вашу встречу. Какой он вас увидит? Мужчина влюбится сразу. Сразу появятся какие-то чувства, очень теплые, очень нежные к вам. Но видеть он вас будет женщиной, которая почему-то, скажем так, не готова любить сейчас. Как-то не ищет она отношений. Вы для него будете очень загадочной и очень манкой. Буквально как раствориться в вас, вы для него станете целый мир. Если это будет какая-то поездка, то он, возможно, будет сидеть и смотреть только на вас. Сразу появится у него какое-то чувство умиротворения рядом с вами. Нам говорят о том, что именно во время этой поездки и зародятся вот эти очень сильные чувства у вас у обоих. И вы для него будете словно солнышко, которое восходит над очень темным и холодным лесом. Вы словно его согреете, ему очень понравится ваша какая-то детская наивность, ему очень понравится ваш задорный какой-то немножко детский смех, ему очень понравится ваша именно энергия солнечная, яркая, теплая. Какой вы для него предстанете? Вы для него станете мечтой. То есть, увидев вас, пообщавшись с вами, мужчина для себя поймет, что ну я вот такую и искал, я такую и искал, я такую хотел. Это женщина моя мечта. С ней я могу построить настоящую семью, войти в настоящую семью, где любовь, гармония, радость. Вы для него какая-то будете очень, очень желанная и действительно как мечта, которая вот перед ним, но он не может до нее дотронуться. Как изменится его мнение о вас после брака, после того, как вы уже будете семьей? Мужчина... Подождите.
Но здесь какие-то изменения в мужчине произойдут. Он будет вас, конечно, безумно ревновать, но он будет работать над этим. Он будет работать над этим. Изменения здесь идут в этом плане, потому что вот какие-то триггеры из прошлого, да, возможно, предательство у него были, какие-то измены. Будет он вас подозревать, будет ревновать, но, конечно же, чтобы сохранить ваши отношения, чтобы их не разрушить, он будет работать над собой, работать над своими вот этими проблемами. Мнение о вас как поменяется? Да никак, девчонки, никак не поменяется. Здесь говорится о том, что он со временем, вот после свадьбы, в браке уже, он станет к вам еще более огненный, он станет к вам еще более страстный. Здесь в интимном плане все будет прекрасно, то есть мужчина будет гореть к вам, и он тоже такой же, как и вы, станет домашний. Если до знакомства с вами, да, он как-то больше будет зациклен на работе, на своей карьере, на своих каких-то интересах, потому что все-таки император это немножко такой эгоист, такой вот лидер, только он прав, то с вами вот после брака что поменяется? Ну, вот это вот ваша энергия огненная, вот это вот какая-то детская игривость, детская наивность, все-таки этот мужчина станет к вам более огненным, да, более таким импульсивным, страстным. И вы для него также, мнение о вас поменяется, то есть если при первом знакомстве вы для него будете загадочная, необычная такая звезда, холодная и далекая, то более теплая. Здесь какая-то теплота появится, огонь, страсть. Здесь по энергиям вам мужчина абсолютно будет. Он такое ощущение, что он подстроится под ваши энергии. Вы королева Пентаклей, стабильная, рассудительная, любящая, добрая. И вот он как-то станет таким же, в таких же энергиях. Этот мужчина будет планировать вашу жизнь. Этот мужчина будет бороться за вашу семью, за ваши какие-то будущие планы, за вашу стабильность. То есть этот мужчина в вашей семье действительно будет мужчиной. Не показывает нам, что его мнение о вас как-то изменится. Показывает, что изменится в этих отношениях мужчина. Меняет свои энергии, станет более мягким, более сговорчивым. Ой, какие интересные карты выпали, боже мой. Смотрите, тройка мечей – это разбитое сердце, четверка мечей – это стагнация, двойка мечей – это закрываем, да. Вот смотрите, разбитое сердце перестает болеть, успокаивается и закрывается любая вероятность того, что ваше сердце кто-то когда-то разобьет. На дне колоды у нас снова высшие силы. Высшие силы ведут к вам мужчину идеального для вас, для вашей семьи. У вас по судьбе брак, император и рождение ребенка. Вот такой у меня был сегодня для вас расклад. И, как я уже сказала, высшие силы ведут к вам вашего императора. Давайте, вот я хотела закончить расклад, но я хочу, конечно, на общем раскладе временные отрезки смотреть это такое себе, но мы просто попросим подсказку, когда же ждать этого мужчину. Девочки, очень скоро. Очень скоро. Но здесь говорится о том, что вы еще и сами должны его притягивать в свою жизнь. Притягивайте его.
Думайте, представляйте, какой он будет, какие будут ваши отношения и что вы будете получать в этих отношениях. Притягивайте. Здесь единичка. У всех по-разному. У кого-то это будет вообще 1 день, у кого-то 1 час, у кого-то 1 неделя, 1 месяц, 1 год. У всех по-разному. Но цифра 1 будет как-то иметь какую-то роль. 2 карты сразу вышли. Здесь дается шанс. Не ограничивай себя в своих желаниях, не ограничивай себя в своих мечтах. Представляй этого мужчину, представляй свои чувства, эмоции, все в мельчайших подробностей. Таким образом ты будешь его притягивать к себе. Он будет идти к тебе. Вас будут сводить намного быстрее. Не ограничивай себя. Судьба делает свою работу. Судьба хочет, чтобы ты стала королевой жезлов, огненной, страстной, харизматичной, яркой и любящей, ранимой, доброй, нежной, ласковой. В такие энергии судьба тебя выводит. Доверься судьбе, доверься высшим силам, отпусти прошлое. И по шуту, улыбаясь, ничего не боясь, иди в будущее, потому что там тебя ждет твой прекрасный медведь. Счастья, любви, здоровья, радости, любящего и нежного человека рядом. Увидимся с вами в следующем видео.